Психологическая травма – это наша индивидуальная реакция на какое-то негативное событие из прошлого, которое мы не смогли в полной мере пережить и уйти от него. Чаще всего это может быть событие, которое мы даже не помним, но оно продолжает влиять на нас всю нашу жизнь. Травма незаметно поселяется внутри нас, демонстрируя свое присутствие только через определенные симптомы и боль. Она также изменяет наше восприятие реальности, чувства к самим себе и к окружающим людям. Больше всего психологических травм мы получаем в детстве. Дети особенно уязвимы, потому что еще не могут в полной мере понимать себя и окружающий мир, а потому они вынуждены полагаться на родителей, которые зачастую сами еще не достигли зрелости и необходимого в воспитании ребенка терпения или уравновешенности. Например, ребенок может быть травмирован родителем, который не по своей вине впадает в тяжелую послеродовую депрессию. Ребенок также может быть травмирован из-за всплесков ярости или насилия со стороны родителей. Наиболее распространенной является травма, полученная в результате пренебрежения. Она появляется, если в критическом возрасте, первые 18 месяцев жизни, ребенка не лелеяли, не утешали и не любили. Главный симптом травмы – страх. Травмированные люди обычно очень напуганы. Они боятся сближаться с другими, боятся быть брошенными, униженными и опозоренными, боятся заболеть, опасаются интимных отношений, стыдятся своего тела. Наследие травмы – это страх, безымянное, забытое, бессознательное воспоминание о пережитом когда-то ужасе, спроецированном вовне, в будущее. Так что незнание того, что травмировало нас, не освобождает от проблем с последствиями, которые рано или поздно проявят себя. Вот почему, чтобы понять, что могло случиться с нами давным-давно, мы должны копаться не сколько в своем прошлом, сколько спрашивать себя, что, по-нашему, самое страшное должно случиться с нами в будущем. Наши главные страхи содержат в себе ключи к исцелению. Беда в том, что травмированные люди обычно не осознают, что они такие, не понимают корень своих проблем и то, насколько на самом деле искаженное их представление о реальности. Они не думают, что их страх какой-то неестественный, они просто считают, что все ужасно. Такие люди не замечают своего ужасающе низкого чувства собственного достоинства. Им только кажется, что другие будут издеваться над ними и не любить их. Они не осознают, почему для них неприятна близость или почему они несчастны в отношениях. Другими словами, травма окрашивает наш взгляд на реальность, но в то же время мешает нам замечать, что мы смотрим на жизнь через сильно искаженную линзу. Порой нужно очень много времени и самокопания, чтобы травмированный человек осознал, что с ним что-то не так, что его восприятие мира и других людей на самом деле далеки от действительности. Огромный шаг к психическому здоровью, если мы начинаем наблюдать за собой и своими мыслями и замечаем, что наш страх, неуверенность и подозрения рождаются не из реальных ситуаций, а просто в нашей голове, что мы сами порождаем весь тот негатив, который якобы нас окружает. Лучше всего проработать и исцелить психическую травму, подключив наш собственный неисправный и искаженный мозг к другому, более здоровому и рациональному. Так мы сможем сопоставить свои собственные представления о реальности с мыслями мудрого друга или терапевта. Итак, я надеюсь, что теперь вы готовы признать, что на самом деле вы вовсе не отвратительны, что окружающие не ненавидят вас. Все еще не идет к полной катастрофе, и тем более вас не ждет никакое ужасное наказание. Теперь вы взрослый человек, а не 9-месячный ребенок, травма которого изменила ваше сознание. А значит, вы способны найти выход из любой проблемы, в том числе и в лечении психических травм. Преодоление травмы – это долгая и упорная работа над собой, которая начинается с очень маленького шага – осознание того, что мы на самом деле можем быть травмированы, а мир на самом деле не такой темный, пугающий, подавляющий нас и наполненный всякими ужасами, как мы себе представляли. Наш мир – это прекрасное место, в котором все могут жить в любви и гармонии, если преодолеют свои психические травмы.